Привет всем! У меня есть заказ заменить батареи аккумуляторные для шуруповерта. Я заказал новые аккумуляторы. Очень долго искал, посмотрел продажи одной фирмы. Мне, в принципе, по цене все устроило. Выбрал комплект из 10 штук. Итого взял 2 комплекта. Посмотрел отзывы, посмотрел, как оно все упаковано, посмотрел комплектацию. Меня все устроило. Начал искать эти батарейки в интернете и нашел. Замечательный есть аккумулятор 18650. Замечательная есть фирма, которая его изготавливает. Aspilsan. На самом-то деле это турецкий завод. Сейчас я там картинки покажу. Завод мне понравился на картинках. Я решил заказывать, потому что не хочется покупать китайский песок. Прошло 3 дня. Ко мне пришла посылка. На ощупь была теплая, но я подумал, что на улице жарко. Запах из пакета был страшный, вонючий. Я боюсь, что я, наверное, даже отравился маленько. И тут началось. Почему так насыпаны батарейки? Хотя на фото они должны быть упакованы. И только после я заметил, что есть прогар в коробке. Начинаю разбирать все аккумуляторы, чтобы понять, что из них осталось живое, а что надо утилизировать. Некоторые спаялись друг с дружкой. Некоторые были без проводника контакта. Пересчитываю все, что живое и неживое. И у меня получилось 12 аккумуляторов, которые надо точно утилизировать. И всего лишь 8 более-менее живых. И все равно, чтобы быть уверенным, я решил проверить их напряжение, проверить их внутреннее сопротивление. Вид, конечно, у них ужасный. Внутреннее сопротивление на многих перескочило за 40 миллиом. Но я же умный, я же почитал даташит, и в нем написано, что внутреннее сопротивление должно быть не более 20 миллиом. Из всей партии практически 50% аккумуляторов уже не в состоянии новых. 50% аккумуляторов с внутренним сопротивлением выше 40. В последнюю очередь увидел, что в коробке прогар, и вывалился один из контактов. Какие у меня претензии к этому аккумулятору? Первое. Пайка. Ничтожная. Ужасная. Есть экземпляры, у которых вообще вот эти проводники поотваливались. Вторая претензия. А где защитная шайба? Думаете, вот этой беленькой хватит? Вы уже припаяли сюда проводник.
Нет, этого не хватит. Третья претензия. Пленка, которая покрыта, она очень, очень, очень тонкая и очень, очень быстро рвется и плавится. Почему так сделано, я не знаю. И что бывает, когда все эти три фактора плохого качества складываются вместе? Вот. Это я сделал распаковку. Качество, видите, ужаснейшее. И мне кажется, даже подгорать начало. Какой-то умелец свалил все эти аккумуляторы в одну коробку, без всяких перегородок. И произошло то, что произошло. Они между собой спаялись. Здесь было точно короткое замыкание. Я специально отогнул вот эти проводники, потому что я пытался их упаковать обратно, и у меня они тоже вспыхнули. Сейчас покажу коробочку. Замечательно. Вы представляете, что все это начало уже гореть в коробке? На каком этапе бы случился пожар? На заводе ли? Из-за плохой транспортировки? У продавца, который дробит на мелкие партии? Либо у карго фирмы? За них я не волнуюсь. Я волнуюсь за свой дом, потому что это было очень горячо, когда я распаковал. Из 20 аккумуляторов выжило всего лишь 8. И то, я думаю, в не очень хорошем состоянии, потому что внутреннее сопротивление таких аккумуляторов после короткого замыкания испортилось. Делаю возврат товара, так что бойтесь. И лучше не покупайте вообще аккумуляторы с уже припаянными проводниками. Это только может навредить. Берегите себя. Буду учить упаковывать. Плюсом в одну сторону. О, контактная группа отвалилась. Эти контакты, чтобы они не терлись об эту часть, отгинаю.